Всем привет, ребята! На данный момент компания Motorola чувствует себя достаточно неплохо. Дело в том, что продажи смартфонов достигли неплохих результатов. И вот совсем недавно мы увидели анонс новых смартфонов начального уровня, а именно Moto G10 и Moto G30. Что хочется отметить, гаджеты предлагают впечатляющие технические характеристики для своей цены. Основные фишки младшей модели G10 это основная камера на 48 мегапиксель, неплохой процессор Snapdragon 460, а также Android 11 из коробки. В то время старшая модель Moto G30 получила экран с частотой обновления 90 Гц. Главный сенсор основной камеры установили на 64 мегапикселя, а также достаточно производительный процессор, а именно Snapdragon 662. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Начнем с младшей модели, а именно Moto G10. Смартфон получит достаточно неплохой дисплей, диагональ которого составляет 6,5 дюймов. Технология дисплея LCD. Разрешение, конечно же, меньше, чем у других конкурентов. Всего HD+, 1600 на 720 пикселей. Частота обновления всего 60 Гц. Но учитывая стоимость смартфона, на мой взгляд, очень неплохо. В выемке экрана разместилась селфи-камера на 8 мегапикселей. Основная камера имеет 4 сенсора, а основной датчик установили на 48 мегапикселей. И вспомогательные датчики. Это ультраширокий на 8 мегапикселей, макрокамера на 2 мегапикселя, а также датчик глубины на 2 мегапикселя. Сердцем смартфона Moto G10 выступает достаточно неплохой процессор Snapdragon 460. Напомню, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 21 января 2020 года и изготавливается по 11-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Creo 240 Gold на 1.8 и 4 ядра Creo 240 Silver на 1.8. Оперативной памяти будет 4 гигабайта. А вот объем накопителя зависит от модификации устройства. На выбор 64 или 128 гигабайт. Если вам этого будет мало, есть слот для карт памяти, но лоток гибридный, либо microSD, либо вторая сим-карта. Что немаловажно, смартфон из коробки будет работать на Android 11. К фишкам стоит отнести поддержку NFC и выделенную кнопку вызова ассистента Google с правой стороны. Теперь поговорим о старшей модели Moto G30. Стоит отметить, что смартфон получил точно такой же экран, как и младшая модель, но частота обновления увеличилась до 90 Гц. Также отличие имеет фронтальная камера, а именно более высокое разрешение 13 мегапикселей. Смартфон получил основную камеру на 4 сенсора. Главный сенсор установили на 64 мегапикселя. И вспомогательные датчики это ультраширокий на 8 мегапикселей, макрокамера на 2 мегапикселя, а также датчик глубины на 2 мегапикселя. Сердцем смартфона выступает достаточно мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 662. Данный чипсет 8-ядерный, был анонсирован 24 января 2020 года. Изготавливается опять же по 11-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Creo 260 Gold Cortex A73 на 2.0 и 4 ядра Creo 260 Silver Cortex A53 на 1.8. Аккумулятор точно такой же, как и у младшей модели, на 5000 мАч, но уже с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт. Оба устройства получили пластиковый корпус, защищенный от воды и пыли по стандарту IP52. Это означает, что оболочка имеет частично пылезащищенный корпус, то есть некоторое количество пыли может проникать внутрь, но это не нарушает работу устройства. Капли воды, попадающие на оболочку под углом 15 градусов от вертикали, не оказывают вредного влияния на изделие. Также, что немаловажно, сканер отпечатков пальцев на задней панели. Как раз на нем находится логотип
Motorola, что, на мой взгляд, очень и очень интересно. Для зарядки используется USB-C. Есть разъем 3,5 мм для наушников. Базовую модификацию Moto G10 оценили в 150 евро, а старшая модель будет стоить 180 евро. В продаже они появятся уже в конце февраля. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Motorola с каждым годом выпускает достаточно неплохие смартфоны. Конечно же, я помню те времена, когда Motorola, можно сказать, задавала тренд индустрии. Они выпускали действительно очень и очень крутые смартфоны. Они конкурировали с такими гигантами на то время, как Nokia и как Sony Ericsson. Сначала была Sony, потом Ericsson, потом они объединились, Sony Ericsson. Так вот, тогда мы действительно видели, что компания Motorola была на коне, то есть она рвала просто всех. Но сейчас прошло некоторое количество времени, и данная компания, можно сказать, обанкротилась. Ну, не банкротилась, но ушла в тень. Но сейчас данная компания возродилась, и она с каждым годом выпускает, ну, просто замечательные смартфоны. Да, вы должны понимать, что это не для рынка Беларуси, России, Украины, но своих покупателей данная компания всегда находит. Конечно же, в основном они выпускают свои смартфоны на рынок США. Да, как ни странно, я не понимаю, в чем тут дело, но все-таки так есть. А как мы сейчас видим, Moto G10 и Moto G30 действительно заслуживают внимания. Самая главная фишка, что мы за какие-то $150 получаем действительно очень неплохие смартфоны. И также хочу заметить, что это со старта продаж. Потом пройдет некоторое количество времени, и данная цена упадет примерно на 20%. Вот тогда-то данные смартфоны могут конкурировать с такими народными смартфонами, как Xiaomi, Redmi и так далее. То есть сейчас, благо на рынке, очень много китайцев, с которыми нужно конкурировать. И это делает даже компания Samsung. Сейчас, как мы знаем, компания Samsung выпускает достаточно много моделей, которые все-таки нацелены на средний класс. И вот компания Motorola сделала действительно очень и очень крутой шаг. Она все-таки сделала бюджетные смартфоны. А на данный момент компания Motorola выпускает, ну скажем прямо, дорогие смартфоны, которые не могут предоставить, ну, такие технические характеристики, как может, например, предоставить нам компания Xiaomi. Да, ребята, всегда вы будете слушать про компанию Xiaomi, потому что действительно она уже превратилась с китайского бренда в А-бренд. То есть она может легко составить конкуренцию таким гигантам, как Samsung, Apple, Huawei и так далее. То есть действительно данная компания уже очень и очень хорошо укоренилась на рынке. Но вот Motorola, на мой взгляд, заслуживает внимания. Да, мы не получаем тут такие просто бешеные технические характеристики, но эти смартфоны — это компромисс между ценой и все-таки мощностью. Вот и все, что я хотел рассказать. На мой взгляд, смартфоны получились достаточно неплохие. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.